Всем привет, друзья! Сегодня пеку клубничный торт. У нас сейчас как раз в самом разгаре сезон клубники. Клубника невероятно вкусная, ароматная, сладкая, сочная. Поэтому давайте готовить. С этим рецептом справится даже начинающий кулинар. Для приготовления теста продукты должны быть все комнатной температуры. В чистую миску отправляю 2 средних яйца, щепотку соли, 2 пакетика ванильного сахара, в каждом пакетике по 8 грамм, 80 грамм сахарного песку. Все это нужно будет хорошенько взбить в пышную пену до полного растворения кристаллов сахара и соли. В пушистую яичную смесь добавляю 100 грамм размягченного сливочного масла. Масло 82% жирности. Продолжаю взбивать. Миксер мне теперь не понадобится. Добавляю сюда 175 грамм муки под номером 405. Поверх муки высыпаю 1 чайную ложку разрыхлителя. Замешиваю тесто. В вымешанное тесто добавляю 50 мл холодного молока, 3,5% жирности. В итоге у нас получилось вот такое вот тесто. Оно лениво сползает с лопатки. Тесто нужно будет равномерно распределить по форме. Форма диаметром 26 сантиметров. Дно формы застелила пекарской бумагой, бока смазала сливочным маслом. Корж буду выпекать в заранее разогретой духовке на 175 градусов. Время выпечки засеку. Выпекать буду в режиме верх и низ без конвекции. Пока выпекается тесто, приготовим сливочный крем. Для крема нам понадобится 200 мл жирных сливок. Сливки 33% жирности. Нету 33, возьмите 30, но не меньше 30. Добавляю сюда 2 пакетика ванильного сахара. ,50 грамм сахарной пудры. Сахарная пудра по вкусу. Все это нужно будет взбить в течение 1 минуты. Добавляю 8 грамм загустителя для сливок. Называется по-немецки Sahne Steif. Продолжаю взбивать. Как только сливки загустели, добавляю сюда 500 грамм маскарпоне. Если вам нравятся менее жирные крема, тогда добавьте 500 грамм пастообразного творога. Вот этот вот крем по вкусу напоминает ванильное мороженое. И вот сейчас маскарпоне очень густой. Сначала перемешиваю с помощью силиконовой лопатки, а потом в течение 20 секунд взбиваю с помощью миксера. Крем можно легко перебить, поэтому осторожненько, чтобы он не взялся комочками.
Вот, посмотрите, какой густой крем у нас получился, очень плотный. Теперь его нужно будет отправить в холодильник для стабилизации. Корж готов, я его выпекала ровно 30 минут. Посмотрите, как красиво он подзолотился. Готовность коржа обязательно проверяйте с помощью деревянной палочки. Если палочка выходит сухая, значит бисквитик готов. Вот, посмотрите. И вот теперь его нужно будет хорошенько остудить. Остужать буду при комнатной температуре. Торт буду собирать на плоском блюде. Посмотрите, корж хорошо держит свою форму. Стал намного плотнее при остывании, но несмотря на это он внутри очень мягкий, нежный, влажный. Корж ничем не нужно пропитывать. Собирать буду в разъемном кольце. Закладываю крем. Крем нужно будет равномерно распределить по всему коржу. Небольшое количество крема, приблизительно столовую ложку, оставлю для декорации. Вот так у меня получилось. Теперь нам нужно будет подготовить клубничку. Я ее заранее помыла, просушила и разрезаю на половинки вдоль. Клубнику выбирайте таких сладких сортов. Укладываю клубнику поверх крема. Вот так у меня получилось. Теперь свежую клубнику сверху нужно будет залить желейным сиропом. Для сиропа мне понадобится 20 грамм сахара. Добавляю сюда тортенгус или загуститель. Все хорошо перемешиваю. Загуститель можно взять прозрачный, но я взяла с добавлением пищевой краски, красной. И добавляю сюда 250 мл холодной воды. Готовлю так, как указано на пакетике. Ставлю на плиту, довожу при постоянном помешивании до кипения. После закипания провариваю где-то около 30 секунд и будем заливать сверху клубнику. Посмотрите, какой цвет, розовый такой приятный. Тортенгус закипел. Дам ему 1 минутку постоять после приготовления. И вот теперь с помощью столовой ложки аккуратненько распределяю гус по всей клубнике. По краям хорошенько заливайте. Торт нужно будет отправить в холодильник для стабилизации.
Я готовлю его сегодня с вечера. Всю ночь он у меня будет пропитываться. Торт всю ночь простоял в холодильнике. Вот так он выглядит. Посмотрите, он уже красивый, но вот я хочу украсить еще бока остатками крема и посыпать миндальными лепестками. Орешки заранее обжарила на сухой сковороде. Аккуратно наносим крем. Вот так можно еще пройтись чайной ложечкой по бокам, сделать такие симпатичные штрихи. Вообще можно не заморачиваться и купить уже готовый тортик. Сейчас у нас все кондитерские заполнены вот такими красивыми клубничными тортами. Но домашняя версия, на мой взгляд и вкус, намного приятнее, потому что торт свежайший, интенсивно ароматный. Поэтому найдите время и приготовьте. И вот теперь вот так потихоньку присыпаю миндальными листочками. Друзья, вот так у нас получилось, посмотрите. Очень празднично, вкусно. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.